Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча в храме Гроба Господня необычна. Сегодня мы поговорим о входе, точнее о входных воротах. Каждый, кто входит в храм, проходит через эти ворота, идет к камню миропомазания, поднимается на Голгофу, торопится к гробу Господню, иногда задерживается у расколотой колонны. А вход остается без внимания. И сегодня мы восполним этот пробел. Вход в том виде, в котором мы с вами его сегодня видим, появился во времена крестовых походов. В 1099 году крестоносцы приходят на Святую Землю и принимают решение о необходимости перестройки храма. В течение 20 лет они его перестраивали. И именно тогда средневековый архитектор перенес главный портал в святыню на юг. Двойной вход вел в храм, и был отдельный подъем на Голгофу. Позже, во времена правления султана Салах-ад-Дина, одну из дверей замуровали, и была закрыта наружная лестница, ведущая на Голгофу. Сегодня эти ворота – единственный существующий вход в храм Воскресения, и у них есть собственное имя – Святая Дверь. Размеры ворот 5 метров в высоту и 3 метра в ширину. Внутренняя часть дверей состоит из металлических плат, а внешняя – деревянная, из ореха и сосны. На протяжении 1000 лет дверь в храм оставалась неизменной. Менялась только наружная деревянная часть. Одна из последних замен произошла в 1514 году по инициативе грузинского князя Биены Чолукашвили. Он был посланник царя Кахети Георгия II. Сохранился документ на арабском языке, в котором грузинская православная община обратилась к султану с просьбой позволить им поменять дерево, пришедшее в негодность, на святых дверях. Им было разрешено это сделать. И в 2 часа ночи, в один из вторников февраля 1514 года, произошла эта замена. Почему ночью? Чтобы не обострять существовавший в то время конфликт между настоятелем грузинского монастыря Святого Креста и францисканцами о владении предела Голгофы. В 1808 году в храме вспыхнул пожар. Деревянная часть ворот полностью сгорела и была восстановлена православными греками. Именно ту восстановленную в 1808 году Святую Дверь мы и видим сегодня. Давайте внимательно ее рассмотрим. На дереве вырезаны надписи, оставленные паломниками в разное время. На месте древнего дверного колокола сохранились надписи на арабском языке, надписи о молитвенном содержании. С правой стороны, в переводе на русский, она звучит следующим образом. «Насладись страстью своей, причастись, найди радость Господа, войди в многосветные небеса, Мать церквей». С левой стороны надпись можно перевести следующим образом. «Входите, странники, во двор Господа, где гробница жизни, где живет радость и горит благословенный свет». Обе надписи, как считают ученые, были сделаны в начале XIII века, во время правления султана Египта Ас-Салиха Аюб ибн Мухаммада. Говоря о святых дверях, нельзя не упомянуть о привратниках и хранителях ключа от храма. Они обычно сидят на скамейке у входа. Вот она, эта скамейка, на которой сидят привратники и хранители ключа от храма. У семьи Джуда аль-Хусейни обязанность хранить ключи от храма. А у семьи Нусейбе почетная обязанность открывать, закрывать ворота храма.
Обе семьи утверждают о том, что они получили это право еще со времен халифа Умара в VII веке, но документально подтвердить не могут. Первое документальное свидетельство возвращает нас ко времени султана Салахаддина, конец XII века. Ритуал открытия-закрытия дверей неизменен уже в течение веков. К нижнему замку, который находится в правом крыле двери, прикреплена металлическая пластина с кольцом. Вечером привратник трижды стучит кольцом о пластину, сообщая о необходимости покинуть храм. Когда все выходят из здания, привратник становится на лестницу и закрывает снаружи замок. Затем спускается и через небольшое окошко передает лестницу внутрь храма монаху, который остается в нем до утра. Утром стук кольца сообщает монаху о необходимости открыть окно и передать лестницу наружу привратнику. На этом наш фильм заканчивается. Я желаю всем вам в ближайшем будущем приехать в Иерусалим и самому стать свидетелем ритуала закрытия и открытия храма Гроба Господня. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Храни нас всех Господь!